Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии многие начали поднимать вопрос о ранней пенсии. Но реальность после последнего рабочего дня оказалась совсем не такой, как ее себе представляют. Выплаты ниже ожиданий, бюджет приходится урезать, а так называемая свобода часто превращается в необходимость подрабатывать. Фридрих Мерц отметил, что система пенсии финансируется за счет взносов работающих, и досрочный выход на пенсию увеличивает нагрузку на будущие выплаты. И это еще не все. В Германии начали анализировать, какие расходы на одного человека приходится нести бюджету в первые годы после его приезда. Муниципалитеты сообщают о росте расходов на жилье, школы и социальные службы, а процесс интеграции продвигается медленнее, чем ожидалось. Например, Урсула фон дер Ляйен говорит о долгосрочной пользе для экономики Европейского Союза, тогда как на местном уровне сначала фиксируются в основном текущие расходы, без немедленного экономического результата. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня среди пенсионеров в Германии поднимается вопрос о так называемой ранней пенсии, но на самом деле реальность после последнего рабочего дня оказывается очень далека от идеала, который мы с вами себе представляем. Сразу скажу, что многие, кто уходит на пенсию раньше официального возраста, сталкиваются с финансовыми, социальными и психологическими трудностями, о которых просто не принято говорить в открытую. Давайте пример из жизни. 59-летняя Клаудия из Ганновера проработала 35 лет в металлургическом цеху. Ее коллега и друзья праздновали ее уход, думали, что теперь начнется спокойная жизнь. Но на практике оказалось иначе. Пенсия, на которую она рассчитывала, по документам оказалась значительно ниже расчетной. Ей пришлось пересматривать бюджет, отказываться от планов путешествий, а часть сбережений приходилось держать в резерве на непредвиденные расходы. Это, как вы понимаете, не единичный случай, когда человек уходит на пенсию до официального возраста в 67 лет, его выплаты сокращаются, потому что стаж и суммы взносов в пенсионные фонды меньше. Даже если кажется, что официальные расчеты выглядят привлекательно, итоговые суммы могут оказаться совсем иными. Давайте, чтобы не расслабляться, еще приведу один пример. 62-летний Берн из Баварии, он ушел на пенсию на 2 года раньше официального срока из-за проблем со здоровьем. Сумма его ежемесячной выплаты оказалась на треть ниже той, на которую он рассчитывал. Сейчас он вынужден подрабатывать, он частично консультирует молодых специалистов по своей специальности, которую освоил за годы работы, но дополнительные доходы не постоянные. Почему же так происходит? Вы уже из моих видео точно знаете, что система пенсии в Германии работает по принципу распределения. То есть те, кто активно работал и платят взносы, обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам. Если человек решил уйти раньше, он теряет часть выплат, потому что стаж меньше, а суммы взносов не такие большие, как могли бы быть к официальному возрасту. Кроме того, ранний выход на пенсию означает, что человек получает выплаты дольше, а это нагрузка на систему. Кстати, сейчас в Германии многие обсуждают не только устойчивость пенсионной системы, но и личный финансовый план каждого работника. Молодой специалист, который только начинает карьеру, может представить себе раннюю пенсию как бонус за долгие годы работы. Но на практике, как я только что сказал, расчет этой пенсии включает сниженный коэффициент за каждый год досрочного ухода. И разница в десятки евро в месяц – это суммы, которые напрямую влияют на банковские счета пенсионеров. В экономических кругах Германии сегодня говорят и о том, что повышение пенсионного возраста хотя бы до 68-69 лет могло бы снизить нагрузку на систему и уменьшить разрыв в выплатах. Но такие предложения вызывают широкую общественную дискуссию, потому что люди не хотят работать дольше, особенно те, у кого профессия связана с физической нагрузкой или высоким уровнем стресса. И я вам приводил примеры в прошлых видео. С учетом того, что продолжительность жизни в Германии, вы знаете, увеличилась и люди живут дольше 80 лет, многие из вас, кто еще работает, пересматривают свои взгляды на карьеру и на пенсию. Те, кто выходит на пенсию раньше, рассчитывают на активную старость, например, путешествия, хобби, общение с семьей, но потом сталкиваются с реальными цифрами выплат, которые оказываются ниже ожиданий. Впрочем, есть и те, кто пренебрегает официальной пенсией, рассчитывая на часть сбережений или инвестиций. Часто это люди, которые имеют накопление или капитал, и, как вы понимаете, они действительно могут себе позволить уходить раньше без серьезных потерь. Но это я говорю не о большинстве. Сегодня многие люди в возрасте 50-60 лет ежедневно думают о своих финансах и будущем и ориентируются не на заявления политиков или тех же партий Германии, а на реальные суммы, которые будут поступать на их банковские счета после ухода с работы.
Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии обсуждают, какие расходы на прием и поддержку приезжих несет бюджет страны. И если раньше, при прошлом правительстве, разговоры были в основном только политические, то сейчас все больше муниципалитетов открыто говорят о финансовой нагрузке. Города сообщат о дефиците жилья, высокой нагрузке на школы и увеличении объема работ социальных служб. У жителей возникает вопрос, носят ли эти расходы временный характер или становятся постоянными. Мы с вами прекрасно понимаем, что в первые месяцы после приезда человек не может сразу начать работать. Нужно время на оформление документов, на изучение языка, на признание дипломов. А пока этого нет, государство берет на себя расходы, например, жилье, медицинскую страховку, базовые выплаты. И в крупных городах это особенно ощутимо, потому что аренда дорогая, а инфраструктура уже перегружена. Давайте сразу пример. 32-летний Ахмед приехал в Германию в 2022 году, и он был распределен в небольшой город в Нижней Саксонии. Первые месяцы он жил в общежитии, затем получил квартиру через муниципалитет. Пока он проходит языковые курсы, его семья получает пособие и оплату аренды. Только через 1,5 года он смог устроиться на работу на склад. Сейчас он работает официально и действительно платит налоги, но первые 2 года полностью находился на поддержке государства. И таких историй на самом деле очень много. Кто-то выходит на рынок труда быстрее, кто-то дольше остается зависимым от системы. Все зависит именно от языка. Я думаю, вы со мной согласитесь. Профессии, того же состояния здоровья, наличия детей. Именно скорость интеграции определяет, начнет ли человек в будущем вносить вклад в бюджет или расходы сохранятся на длительный срок. Еще один пример. 40-летняя Лейла приехала с 3 детьми и дипломом медсестры. Но признание квалификации заняло почти 2 года. Все это время семья получала выплаты, а город оплачивал жилье и медицинскую страховку. Сейчас Лейла работает в клинике и уже сама платит взносы в пенсионную систему, но первые годы обошлись бюджету в десятки тысяч евро. Мы с вами должны понимать, что Германия – это действительно социальное государство. Здесь не бросают людей без поддержки, но любая поддержка – это деньги налогоплательщиков. По оценкам экономистов, в первые годы один человек может обходиться бюджету в значительную сумму ежегодно, особенно если речь идет о семье с детьми. И только после выхода на стабильную работу начинается постепенное возвращение этих средств через налоги и взносы. Но мы видим, что Германия стареет, число работников сокращается, и пенсионная система испытывает дополнительную нагрузку. Если же человек успешно интегрируется и работает, он поддерживает экономику и частично компенсирует демографические изменения. Если же интеграция затягивается, расходы, соответственно, увеличиваются. По последним данным, значительная часть приезжих находит работу в течение первых лет пребывания, однако уровень занятости остается ниже, чем у граждан Германии. Это означает, что процесс интеграции работает, но не так быстро, как хотелось бы многим регионам. Таким образом, основной вопрос сегодня заключается не в величине самих расходов, а в сроках и эффективности работы системы. Если человек выходит на работу через год-два, это одна финансовая история. Если через 5-7 лет, совсем другая. Именно поэтому сегодня в Германии заговорили о новой реформе и о качестве интеграционной политики, то есть как сократить период в зависимости от пособий. И я думаю, сегодня очевидно, что при эффективной модели это становится вкладом в рынок труда Германии, а при медленной интеграции превращается в длительную нагрузку на бюджеты городов и земель. На этом пока все. Спасибо за просмотр.